Я вас всех приветствую. Сейчас я вам покажу видео, как буду зашивать в туалете нишу канализационной трубы гипсокартоном. Как один из вариантов, так скажем. Буду крепить пристенный профиль не с торцевой стороны, как принято, а боковой стороной. То есть такое вот небольшое разнообразие. Может быть, кому-нибудь это когда-нибудь пригодится. Вот канализационная труба и ниша в ней. Буду ее зашивать. Как вы видите, с одной стороны у меня находится уступ. Прикрепил я пристенный профиль. И пристенный профиль придется крепить с противоположной стороны. Небольшая сложность заключается в том, что здесь очень узкая щель. И с обратной стороны тоже нужно делать пристенный профиль на достаточно небольшом расстоянии. Это у нас стена. То есть у нас до штукатурки остается очень еще много места. Но мало места, чтобы разместить какие-то здесь металлические конструкции. Я пробовал сюда ставить и основной профиль, как я только не думал. Решение оказалось проще, чем я думал. Я очистил штукатурку, дошел до стены. То есть на это место я на гипсоклей сажаю обыкновенный гипсокартон. Гипсоклей с гипсокартоном даст мне возможность увеличивать или уменьшать расстояние от стены, что позволит выровнять ее с правой стеной. То есть далее я креплю пристенный профиль обыкновенный, и у меня получается все в один уровень. Дальше я могу класть спокойно лист гипсокартона. Усиливается конструкция, как всегда, основным профилем. Вот получаем такую достаточно жесткую конструкцию. То есть еще раз беру гипсоклей, гипсокартон и просто приклеиваю. И получаем такой же зазор, который есть у нас с правой стороны. Утро следующего дня. Вчера вечером посадил на клей из гипсокартон. Как вообще схватился очень хорошо. Итак, что я хотел, чего я добился? 4 сантиметра до верхнего края пристенного профиля. 4 сантиметра до верхнего края пристенного профиля. В принципе, что я планировал, то я и сделал. Что я делаю, чтобы сбоку поставить дюбель? Просверлю отверстие насквозь. Одно отверстие больше, другое по размеру. И таким вот образом у меня будет вставляться дюбель через верхнее отверстие. Как просверлить пристенный профиль, чтобы у вас сверло не гуляло? Через деревянный брусок. Вставляете сюда деревянный брусок в середину и просверливаете насквозь. У вас будет ровно отверстие против отверстия. Вот таким вот образом дюбель входит на свое место. И можно его крепить. То есть через двойное отверстие. Работа закончена. Осталось только наложить лист гипсокартона. И все будет зашито. Работа закончена. Лист гипсокартона установлен на место. Все получилось идеально. Всем благодарю за внимание.